Книга 15. Тао. Путь Вознесения. Организация управления грезой. Чтобы сознательно управлять своей грезой, требуется сознательно обращать внимание на ту грезу, что доигрывается на планах сновидения, и исходит на физический план. Человеческий мозг гораздо менее приспособлен управлять такой вещью так, как когда-то это делали человеческие предки, великие мастера. У великих мастеров была большая голова и биологическое сознание, замещавшие собой самого великого ученого, музыканта, поэта, художника или математика, инкарнировавших в человеческой форме с того времени. И несмотря на все это, повседневная концентрация великого мастера не имела никакого отношения к светской жизни, она была исключительно духовной. Поэтому, большая часть внимания уделялась обслуживанию и поддержанию мыслеформы таким образом, чтобы исходящая на физический план греза, как порождение жизненных реалий, сохраняла в себе единство и радость. Увы, кое-что произошло не так, как надо, и все великие мастера умерли за короткий период. Их быстрая смерть определена как произошедшая по нефизической причине, прослеживаемой сейчас к ложным красным богам, желавшим завладеть языком великих мастеров, с тем, чтобы командовать окружающими землю нефизическими царствами. Эти красные боги произошли из других творений, где преобладали другие языки. Увы, эти языки не давали возможности командовать созидающим законом на земле. Эти души применили жестокую тактику, чтобы в течение нескольких месяцев разрушить великих мастеров и заполучить для себя язык, которого они так желали. Увы, это привело в действие первое падение сознания человеческого вида, а позже имевшая место жестокость передалась в мировую мыслеформу, приводя к падению сознания всей Земли. Призыв своих предков великих мастеров поможет вам в изучении того, как сознательно ткать свою грезу, является способом овладеть умением ткать таковую. Восхождение к полному сознанию приводит к такой цели, как выход за пределы кармы и смерти. Каким же образом посвященный преодолевает смертельную карму, не лишаясь при этом жизни? Что ж, это довольно трудно. Чтобы не дать манифестировать смерти, требуется большую часть времени суток отводить концентрации на вознесение и грезу, а также на факторы, несущие в жизнь ограничения, из-за разрушительных реалий в текущем человеческом бессознательном. Для большинства восходящих людей, этот путь неприемлем, но более чем вероятно, будет осуществлен через будущих, еще нерожденных предков. Поэтому, требование так пристально обращать внимание на свою ежедневную грезу, для посвященных людей на более низких уровнях менее необходимо, и не столь актуально. Здесь не затрагивается вопрос о жизни и смерти у тех, кто не овладевает верхними посвящениями в этой жизни. Ежедневно выражаемых несложных намерений, которые каждый хотел бы видеть исполняющимися в будущем, наряду с намерением высвобождать карму, что могла бы заблокировать манифестацию этой цели, достаточно для большинства восходящих к 3000, 6000 или 9000 единиц. Для тех же, кто продвигается выше этого, сознательное ежедневное управление грезой, чтобы обеспечить отсутствие смертельного исхода, является наиболее важным из всего. Те, кто продолжает двигаться к этому уровню овладения, как правило, обладают необходимыми для работы ясновидческими и сверхчувственными способностями и талантами, иначе вообще не было бы никакой цели в том, чтобы разрешать им двигаться к следующему уровню восхождения. Впрочем, обладающие врожденным даром ясновидения могут просматривать процесс схождения грезы для любого сделанного намерения. Скажем, например, восходящий выразил намерение для новой работы и уделил время, чтобы составить список пунктов, описывающих характер новых возможностей в области трудоустройства.
Можно наблюдать, как различные возможности получения работы спускаются по планам манифестации, разыгрывающиеся до конца на каждом уровне, пока работа не манифестируется на физическом плане. Можно также наблюдать за другими, кто мог бы попытаться изъять вашу грезу в свою собственную жизнь, оставляя вас пустым, терпящим неудачу в том, чтобы проявить грезу на физический план. Поймите, что текущие человеческие отношения изобилуют манипуляциями грезой. Люди, одаренные в манипуляции грезой, наблюдают сходящие по планам реальности грезы других, и крадут те из них, которые желают для себя. Здесь необходимо осознать, что все это есть бессознательная предрасположенность, и те, кто это делают, не знают, что они крадут грезы у других. Однако те, которые по жизни имеют тенденцию легко манифестировать свои желания, по большей части являются искусными бессознательными манипуляторами грезы. Те же, которые манифестируют с большим трудом, как правило, со временем лишаются своих грез, изымаемых манипуляторами. Отсюда понятно, почему опыт претворения грезы в жизнь – весьма редкое явление у людей этой природы. Что же делать, когда есть манипуляторы грезой? Можно выразить намерение к тому, чтобы всякий раз отслеживать, пропадает ли греза, которой вы выражали намерение, делая это во время медитации, когда настраиваетесь на планы сновидения. В том случае, если выраженная вчера или на прошлой неделе греза больше не проигрывается на планах манифестации, то вам необходимо будет выяснить, кто украл вашу грезу. Ну а затем, высвобождать карму, имеющую отношение к передаче грез аналогичного характера к одному или большему числу предков этих лиц. Когда карма высвобождается, тогда и греза сможет быть переадресована назад в собственное поле, а затем уже более чем вероятно, что она манифестируется на физическом плане. Если никак не удается понять, что греза была украдена, восходящий человек может просто обратиться к внутреннему тестированию, или маятнику, с вопросом: все ли грезы, которым я выразил намерение вчера, или на прошлой неделе, являются сегодня сходящими по планам сновидения к манифестации. Если ответ отрицательный, то нужно обратиться с вопросом: кто забрал мою грезу? Как только вы точно определите человека, можете выразить намерение высвобождать карму для манипуляции во всех вовлеченных предках. Тогда греза еще раз может быть переадресована назад в ваше собственное поле. И когда идет улаживание кармы через управление грезой, то это не только служит вознесению, но и делает возможным, чтобы большее количество грезы становилось явью манифестированных обстоятельств в непрерывном выражении жизни. Иногда, манипуляторы грезы настолько хороши, что собирают карму и добавляют ее в ваше поле, чтобы стимулировать обмен. В том случае, когда греза завершает свое схождение по планам манифестации у другого человека, и тут выясняется, что не было никакой кармы, связанной с вашими предками, или между его предками и вашими, то вместо того, чтобы ее высвобождать, можно потребовать возвращения добавленной кармы ее подлинному хозяину, ибо высвободить карму другого не представляется возможным. Когда карма возвращена по адресу, тогда и грезы можно еще раз перенаправить на собственные планы сновидения. Путем биологического вознесения, становится возможным захватывать на физический план все большее и большее количество грезы, приводящей к наполненному широкими возможностями жизненному опыту и выражению, а также к большей радости, свободе и отсутствию ограничений. Как и почему это происходит? Посредством биологического вознесения, восходящий человек начинает восстанавливать и заново ткать ДНК в более широко выраженное генеалогическое состояние бытия. Чем больше генов возвращается от поддерживавших более высокий уровень сознания предков, тем больше предписаний появляется для плетения эфирной энергетической решетки. Когда эфирная энергетическая решетка обретает большую целостность, отверстие,
в вашем недремлющем киноэкране заполняются, и на бессознательное вещается уже меньшее количество грезы, что ведет к более широким возможностям выражения в вашей текущей физической жизни. Когда эфирная энергетическая решетка ткется заново, клеточная структура формы восстанавливается. Восстановление более 12 единиц ДНК требует новой биохимии, которая известна как кристаллическая форма. Кристаллические клетки содержат в себе большее число солей, позволяющих клеткам регенерировать и восстанавливаться, а не отмирать каждые 7 лет и требовать себе замены. Кристаллическая клеточная структура – это оригинальная форма, которой обладали древние красные предки, знавшие продолжительность жизни в 2000 лет. Восхождение в эту клеточную структуру восстанавливает все из того, что при жизни стало подвергаться распаду, и идущее путем вознесения буквально поворачивает время вспять, обращая назад процесс старения и сжимания формы. Расширение происходит в результате возвращения формы здоровья, благодаря начальной клеточной структуре, которая больше по величине. Когда-то ваши древние предки достигали в росте более чем 3,5 метра. Кристаллическая клеточная структура поддерживала эту высоту, поскольку гравитация Земли была в то время гораздо слабее, и из дополнительных составляющих имела только магнитную. В настоящее время гравитация предусматривает не столько высокий рост, сколько разрастание формы в ширину. Это результат непрекращающегося напряжения на физическом плане, у поверхности Земли, вследствие давления гравитации в данное историческое время. В свое время, гравитация существенно ослабеет, позволяя человеческой форме восстанавливать свои первоначальные габариты в будущих восходящих поколениях. Когда эфирное тело и форма расширяются, появляется больше пронизывающей тело энергии. Чем больше энергии перемещается сквозь форму, тем больше экран можно построить, чтобы принимать жизненную грезу. Как только это происходит, то, что однажды вещалось на бессознательные планы, становится теперь физической возможностью, чтобы испытать ее в реалиях жизни. По этой причине возносящиеся посвященные вполне могут обнаружить у себя тягу и способности к новым видам деятельности, которые доставят им радость, или могут предпочесть привнести в своей жизни множество изменений. Ибо теперь возможность плетения и проживания грезы делается возможной, с тем, чтобы захватывать жизненный сценарий, и затем создавать манифестацию на физическом плане. Земля надеется, что каждый найдет эти сведения полезными на своем личном пути вознесения. Данная информация обладает значимостью, ибо каждое овладение очередным уровнем все больше продвигает к цели становления грезящим и грезой через вознесение. Становление грезящим и грезой, возможно, является самым большим даром вознесения для взрослой формы. Ибо в сознательном управлении грезой, человек больше не является жертвой обстоятельств, не имеющей ни возможности, ни способности измениться. Вместо этого, восходящий приходит к пониманию, что обладает полномочиями, чтобы выразить намерение к грезе, которую желает, и высвобождать карму, которая препятствовала бы осуществлению грезы так, как она рисуется в своих мыслях. Становление грезящим и грезой равносильно выходу за пределы догматической мыслеформы, основанной на жертве в человеческом виде. После того, как в предстоящее десятилетие большее число представителей человеческого вида владеет таким состоянием, чтобы следовать согласно ему, цивилизация оставит догматические методы и войдет в новую эру мира, сотрудничества и единства. Это есть та греза, которую Земля несет для человеческого вида. Вы являетесь грезящим и грезой. Грезьте грезу о восхитительных проектах и приключениях. Затем живите, чтобы испытать все из того, что вы создали в собственной грезе.